красивый, необычный узор из арочек. Вот схема этого узора. Схему, как всегда, вы сможете найти на моем сайте, ссылочка будет под видео. Но сразу говорю, что схема не очень понятная, хотя узор, в принципе, несложный, главное его понять. Для того, чтобы было понятнее, я вам покажу вот сразу на большом образце. Здесь узор имеет такой вот горизонтальный раппорт, и начинается вот первый ряд, он соответствует вот тому ряду, который у меня уже связан, это ряд столбиками без накида. Теперь, собственно, сам узор. После ряда столбиков без накида мы вяжем ряд с арочками. Воздушная петля, поворачиваемся, столбик без накида, 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. На 4 вяжем столбик без накида. И так до конца ряда. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Пропускаем 1, 2, 3. На 4 столбике вяжем столбик без накида. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. На 4 столбик без накида. И так идем до конца ряда. Вот я связала ряд этих арочек. Последняя арочка у меня будет столбик без накида, столбиком без накида прикрепляться в последний столбик без накида. Но самый последний этап я свяжу ниточками 2 цветов, чтобы перейти на второй цвет пряжи. Вторым цветом я в начале этого ряда вяжу 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поворачиваюсь. И теперь как вот эти арочки переплетаются. Столбик без накида я вяжу вот на центральном из пропущенных столбиков, вводя крючок вот спереди. Столбик без накида. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. А вот следующий столбик без накида я вяжу как бы вот сзади арочки первого цвета. То есть вот таким вот образом. Можно ее просто отогнуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы видите, вот так вот пока получается. То есть чередуем вот эти вот столбики вторым цветом, связанные за арочкой первого цвета и перед арочкой первого цвета. То есть вот следующую я вяжу также в центральный из пропущенных столбиков, но вот таким вот образом. Отгибаю вот арочку первого цвета как бы назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь сзади, то есть арочку как бы отгибаю вперед. И так до конца ряда. 3, 4, 5, 6, 7. Чередую. Вот. Была сзади связана, теперь спереди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Спереди, теперь сзади. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Спереди. В конце ряда будет 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И столбик с одним накидом вот на столбике без накида. Ну, это такая как бы половинка арочки. Давайте посмотрим, что получилось. То есть вот эти вот арочки у нас вот так вот переплетаются. То есть второй цвет у нас идет то сзади, то спереди, вот столбики. Еще один ряд вяжем вторым цветом. Воздушная петля. Поворачиваемся, столбик без накида на столбике с накидом. А теперь все просто. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 и столбик без накида на арочке этого же цвета. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида на арочке этого же цвета. То есть этот ряд, он довольно простой. 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Вот. Получается все пока довольно просто. Хитрости будет в следующем ряду. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Раз, два, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Здесь также вот последний этап последнего столбика вяжу ниточками двух цветов. И дальше буду вязать ниточкой первого цвета. Здесь в начале ряда также делаю 6 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6. Поворачиваюсь. А здесь тоже, в общем-то, все несложно. Вот здесь у нас арочка этого цвета как бы сзади. Мы ее вяжем, входя вот так вот спереди, то есть переплетая эти арочки. Столбик без накида. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Следующая арочка у нас вот спереди. На ней столбик мы вяжем, входя вот так вот под нее, то есть переплетая, чтобы она не болталась, а переплетая вот эти арочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь арочка сзади, мы ее как бы немножко вытаскиваем на лицо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь арочка спереди. Мы входим вот под арочкой второго цвета, переплетая их, столбик без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь арочка сзади, мы ее захватываем спереди. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здесь арочка спереди, мы ее захватываем под арочкой второго цвета. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Захватываем спереди. И здесь в конце ряда также 3 воздушных петли и столбик с накидом на столбике без накида. Вот у нас все арочки получились переплетенными. Теперь мы их фиксируем. Воздушная петля, поворачиваемся, столбик без накида, воздушная петля. А теперь мы объединяем все арочки, то есть под каждую арочку вот по порядку вяжем по столбику без накида. Все это через воздушную петлю. Столбик без накида, воздушная петля, следующая арочка, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. И так вот до конца ряда вот все эти арочки объединяем. Как вот они по порядку идут, так мы их и зацепляем столбиками без накида. Вот мы все арочки объединили. Следующий ряд вяжется просто столбиком без накида. Воздушная петля
И столбики без накида вяжутся и на столбиках, и под воздушную петлю, на столбике, под воздушную петлю. И так, в общем, до конца. И дальше опять у нас будут 4 ряда с арочками и 2 ряда вот таких вот фиксирующих, скажем так. Вот, то есть я вот тоже смотрела на эту схему, она такая немножко заковыристая, там непонятно куда и что, то есть это нужно попробовать и понять. На самом деле все достаточно логично и несложно. Сейчас дойду до конца, обрежу ниточку и посмотрим с вами этот узорчик, рассмотрим его подробнее. Очень, по-моему, симпатичный получается. Совсем чуть-чуть мне осталось довязать вот последний ряд. Все. Обрезаем, заправляем. Вот такой узорчик у меня получился. Он немножко ажурный, так вот просвечивает, поскольку это, в общем-то, арочки. Он тоненький. Очень такой легкий и воздушный. Совершенно одинаковый с двух сторон. И смотрится очень, по-моему, эффектно. Хотя вязать его, в общем-то, несложно. Гораздо проще, чем там какой-то жаккард или что-то. Ну, получается вот такой вот узорчик. Можно рекомендовать как для одежды, так вот для шарфиков. Естественно, можно взять вот какой-то цвет за основу, а вот эти вот дополнительные цвета менять там в каждой полосочке. Но это уже дело вкуса, дело фантазии. А так узорчик очень симпатичный, оригинальный. По вертикали тянется не очень, а по горизонтали он такой вот довольно пластичный. То есть можно придать форму, растянуть его побольше. Можно вязать что-то и вот так вот. Ну, по-моему, вот эти галочки, они так хорошо смотрятся. И как раз вот в обычном прямом направлении. Вот такой вот интересный разноцветный узорчик. У меня он двухцветный, но можно сделать его совсем разноцветным. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. У меня еще много разных вязальных идей и хитростей. У нас с вами много интересных неразобранных узоров и сложных схем. Не пропустите все это. Удачи вам, легких петелек!